В 2011 году на Аляске археологи раскапывали поселения местных жителей. Древние поселения. На этот момент там уже никто не жил, и они вскрывали древние слои. И помимо всего прочего, они обнаружили там несколько голубых стеклянных бусин, какими в свое время славилась Венеция. В принципе, торговые бусы, стеклянные бусы, использовались европейцами в течение всего колониального периода для обмена с местным населением как Америк, так Африки, Австралии и Азии. На самом деле это менее цинично, чем звучит, чем мы себе это представляем. Дело в том, что местные жители этих континентов делали бусы из природных материалов, из дерева, из камня, из кости, из жемчуга. Но цветное стекло было им незнакомо, и поэтому это был очень редкий и ценный товар. И на него можно было купить всякие экзотические продукты, начиная от слоновой кости и кончая рабами и островом Манхэттен. Проблема с конкретно этими бусами была в том, что их датировали. Было сделано радиоуглеродное датирование органических предметов, которые находились в том же слое вместе с этими бусами. Веревок, в которые они были замотаны, каких-то деревяшек и тому подобных вещей. Радиоуглеродное датирование поместило эти предметы между 1460 и 1490 годами. То есть за несколько лет до того, как Колумб открыл Америку. И более чем за 200 лет до того, как Витус Беринг впервые налаживает контакт с жителями Севера Америки от имени европейцев. Сейчас историки ломают копья по поводу этих бусин, оспаривается как их происхождение, так и их датировка. Но команда, которая защищает свою версию, утверждает, что в принципе нет ничего абсолютно невероятного в том, чтобы бусы из Венеции 15 века смогли самостоятельно перебраться через Ближний Восток и потом через всю Азию, пройдя несколько циклов обмена, и в конце концов оказаться в руках какого-то жителя Сибири, который сел в свой каяк, переплыл через Берингов пролив, и там он обменял эти бусы на что-то с жителями Аляски. То есть даже если эта версия и будет опровергнута, то в целом доверие историков к венецианскому стеклу и к тому, что оно имело достаточную ценность, чтобы преодолевать огромные расстояния и культурные границы и использоваться в качестве суррогатной универсальной валюты, достаточно, чтобы сделать эту версию реалистичной. Потому что венецианское стекло было выдающимся достижением человеческой цивилизации. В середине V века нашей эры великий хан Аттила, предводитель варваров, вторгся в Италию и начал превращать самые цивилизованные и элегантные города Европы в груду щебня. Спасаясь от нашествия гуннов, часть местного населения нашла убежище в обширной лагуне на самом верху голенища итальянского Сабага, где длинный остров Лида отделяет от Адриатики группу островов, стоящих среди соленого мелководья. Захватчики не лезли в эти заболоченные и практически незаселенные территории, в основном потому, что там было нечего грабить. Местные жители, венеты, издревле населяли эти территории и практически не участвовали в хозяйственной жизни других стран, потому что у них, в общем-то, почти ничего не было. Они ловили рыбу и они делали соль. Они выпаривали соль из морской воды. А больше там ничего не было. Там не было полезных ископаемых, там не было леса, там не было места, чтобы разводить сельскохозяйственные культуры. Там не было даже питьевой воды. Поэтому устроение жизни в Венецианской лагуне было тем еще квестом. И беженцы из севера Италии пошли на это просто потому, что гунны, готы и лангобарды устроили в Италии такой кошмар, что любая альтернатива была лучше. И за 100 лет североитальянские беженцы смогли наладить в Венецианской лагуне вполне приличную жизнь. И когда Западная Римская империя окончательно пала, жителям островов удается сохранить свою независимость от новых варварских королей Италии, перейдя под покровительство Византии. И они начинают развивать одну из самых успешных торговых общин в истории Европы. Поскольку природных ресурсов в этом месте было крайне мало, то, несмотря на большой труд, венецианцам приходится покупать очень много необходимых вещей на материке.
Но благо соль в те времена была чрезвычайно универсально востребованным продуктом. Соль была единственным известным консервантом. И на торговле солью венецианцы начинают строить свое благосостояние. Они строят корабли и отправляются торговать своей солью все дальше и дальше по Восточному Средиземноморью. К тому времени, когда франки и византийцы устанут воевать, Венеция уже утвердится на положении уникального посредника между Востоком и Западом. Венецианцы возят вино и хлеб из Италии, собственную соль, строевой лес и рабов из Далмации в Константинополь, а оттуда они везут китайский шелк, китайский фарфор и пресловутые восточные пряности, в числе которых, я еще раз замечаю, был сахар из прошлой серии. Сахар, который венецианские купцы продавали западноевропейским монархам на граммы за бешеные деньги. От всех своих торговых компаньонов венецианские купцы получают уникальные привилегии, которые ставят их вне конкуренции с купцами из других стран. Уникальность, эксклюзивность и монополия – 3 слова, на которых начинает базироваться венецианская экономика. Это то, что позволяло маленькому городу-государству не просто выжить, но процветать в течение тысячелетия. Поскольку места и ресурсов в Венеции были крайне мало, то она не могла себе позволить организовывать экстенсивные большие производства дешевого барахла. Каждая организация производства в Венеции требовала серьезного вклада как труда, так и капиталов. И поэтому она должна была приносить впоследствии большие деньги. И поэтому все, что делается в Венеции, становится эксклюзивным и технологически совершенным и дорогим. В том числе это касается производства стекла. Венецианцы получили значительное технологическое преимущество благодаря своим связям с Востоком, где производство стекла было известно с допотопных времен. Фактически венецианцы стали наследниками технологий, пришедших из Египта и Сирии, стран, которые были первопроходцами в изготовлении стекла. А впоследствии константинопольские мастера, которые будут бежать из великого города от нашествий то турок, то крестоносцев, то турок, то крестоносцев, тоже будут оседать в Венеции и делиться своим опытом. Потом исламские мастера начинают мигрировать на север, убегая уже от давления христиан, и они делятся с венецианцами неизвестными европейцам методами обработки стекла. И благодаря этому банальное и ничем не выдающееся стеклопроизводство, которое начиналось в Венеции еще в IX веке, постепенно становится исключительно высокотехнологичным и уникальным. И оно становится приоритетным направлением в экономике города-государства. Делать стекло очень непросто. В принципе, теоретически стекло – это расплавленный песок. Стекло состоит из песка на 70%. Но песок плавится при температуре 1700 градусов Цельсия. Это примерно температура шаттла на входе в земную атмосферу, когда он возвращается из космоса. Это очень-очень высокая температура. Что, кстати, означает, что все легенды о случайном изобретении стекла, о том, что каких-то моряков выбросило кораблекрушением на песчаный берег, и они там на пляже развели костер, обложили его кирпичами соды, и у них начало вытекать стекло. Этого не могло быть в принципе. Стекло нельзя получить случайно, что, впрочем, большинство из вас знает на собственном опыте. Сколько раз мы разводили костры на пляже, ни разу не удавалось выплавить стекло. И поэтому для того, чтобы понизить температуру плавки кварца, в песок добавляют так называемый флюс. Это такой реагент, который понижает температуру плавления основного компонента. В случае стекла это сода. Сода одновременно удлиняет период, в течение которого стекло продолжает оставаться мягким. Тот период, когда мастер может повлиять на форму изделия. Такое стекло в терминологии стекольщиков называется медленным стеклом, которое медленно остывает. Но если флюса в смеси слишком много, то стекло начинает, по выражению венецианских стекольщиков, выплевывать соду и мутнеть. Этот тонкий баланс составляющих венецианские стеклодувы нашли путем столетий проб и ошибок. Чтобы стекло не мутнело, они начинают добавлять в него известняк. Чтобы в нем не образовывались маленькие пузырьки, они добавляют туда мышьяк и нитраты.
Это был сложный рецепт, который венецианские стеклодувы совершенствовали из поколения в поколение. Многие компоненты для этого процесса Венеция ввозила с Востока. К примеру, из Сирии привозили пепел специальных растений, богатый содой. И был даже издан специальный закон, запрещающий пережигать на соду местный папоротник. Это было, видимо, сделано не только для того, чтобы гарантировать качество стекла, но и для того, чтобы венецианские суда не возвращались с пустыми трюмами. Что же касается кремниевого песка, то на него шли исключительно камни из реки Тичино. Это приток По. Печи для плавки стекла были трехъярусными, с 3 отверстиями. На нижнем этаже разводили огонь, на втором этаже плавили стекло, а третий предназначался для медленного постепенного охлаждения стекла до комнатной температуры, чтобы оно не потрескалось. Процесс плавления занимал много часов. На растопку печей употреблялась исключительно ольха. Это тоже было утверждено законодательно. И острова Венеции не могли обеспечить достаточное количество горючего материала, и очень скоро Венеция начала завозить дрова с материка. Вообще правила гильдии стеклодувов регулировали абсолютно все этапы процесса производства стекла, включая то, какими дровами топить печи. И венецианские стеклодувы использовали дрова для топки печей аж до 1940 года, когда они наконец перешли на дизель, а потом на газ. Стеклоплавильные печи разогревались до очень высоких температур, и они представляли собой постоянную угрозу пожара в городе, который был построен преимущественно из дерева. По указу Дожа Тепала в 1291 году все стеклянное производство Венеции переносится с Риальто, с центрального острова, на отдельный остров Мурано, который находится недалеко от Риальто. Туда можно на гребной лодке догрести примерно за час. Этот остров, точнее, это группа островов, соединенных короткими мостиками и общей площадью примерно в квадратный километр, превращается в первый технопарк в Европе. Стекольное дело в Венеции становится чрезвычайно регулируемой отраслью. В Венецианском музее хранится книга, обернутая в бархат и золото. Она называется «Правила стеклодувного мастерства Мурано». И она регулирует абсолютно все этапы процесса, начиная с подготовки подмастерьев и кончая классификацией типов мастеров специализации по стеклу. Все стекольные специальности были представлены в Совете острова Мурано, в который также входили представители от дилеров, людей, которым доверялось распространение и продажа конечной продукции. И этот Совет острова, в общем-то, был законодательным органом острова Мурано. Изоляция мастеров стекольного дела на острове Мурано обеспечивала не только быстрый технологический прогресс, но и неприкосновенность производственных секретов. Самым сладким словом для ушей венецианцев было не сфумато, а монополия. Муранское стекло ценилось очень высоко на европейском рынке, и венецианцы делали все возможное, чтобы секреты производства стекла оставались внутри города и не утекали вовне. Мастерам острова Мурано запрещалось не только разбалтывать секреты производства стекла посторонним, им запрещалось без разрешения покидать город. Покидать Венецию им было запрещено под угрозой смертной казни, и если мастер сбегал, то казнили оставшуюся в городе семью. В награду за такую лояльность мастера Мурано получали от Венеции особые привилегии, которые почти приравнивали их к дворянам, несмотря на то, что они были мастеровыми. Но они могли носить мечи, как дворяне. Их дочери могли выходить замуж за аристократов, и дети от такого брака считались дворянами. Они не работали в жаркие летние месяцы, и они пользовались неприкосновенностью от карательных органов, которых в Венеции всегда было достаточно. Мастера Мурано жили в золотой клетке. При этом они и сами оберегали свои секреты и свои привилегии с похвальным рвением. Только члены их семей могли поставить на острове еще одну мастерскую, или, как они выражались, поставить еще одну печь. Рецепты стекла переходили от отца к сыну. Вся эта секретность привела к тому, что на острове Мурано появились первые рудиментарные патенты. Дело в том, что мастера-стекольщики повадились умирать и уносить с собой в могилу секреты стекла. И чтобы этого не происходило, гильдия настаивала на том, чтобы мастера записывали свои рецепты, а взамен она гарантировала мастерам пожизненную привилегию, что никто кроме них не будет использовать это ноу-хау. Но если уж они умрут, этот секрет, по крайней мере, не уйдет с ними в могилу.
как в фильме Андрей Рублев у Тарковского, помните? Отец змей старый так и не рассказал секрет колокола, в могилу унес. Вот чтобы этого не случалось, в Венеции изобрели первые патенты. И в результате муранские мастера создали невиданные технологии изготовления цветного декоративного стекла. В расплавленное стекло добавляли красители. Кобальт делал его синим, медь зеленым, олово молочно-белым, а золото красным. Было трудно найти шов, где сливались расплавленные стекла разных цветов. Они выплавляли авантюриновое стекло, сверкавшее металлическими блестками, похожее на камень авантюрин, халцедоновое стекло, похожее на камень халцедон с мраморными разводами, молочно-белое непрозрачное стекло латтимо, имитировавшее безумно дорогой и модный китайский фарфор. Они делали кракле, льдистое стекло, покрытое сетью тончайших трещинок. А еще они делали филиграно, стеклянную вить, где в прозрачном стекле тянутся тончайшие нити белого стекла, которые переплетаются в сложный кружевной узор. Очень эффектная техника. Если цветные стержни стекла собрать в пучок, соблюдая некоторые паттерны, сплавить их вместе в один толстый жгут, то на поперечном сечении получившегося толстого жгута получается абстрактный геометрический узор, который в свою очередь собирали в прихотливые многоцветные мозаики. Такая техника называлась мурина. И в этой технике муранские мастера производили разноцветные стеклянные бусы, которые моряки всех стран Европы использовали для торговли с аборигенами по всему свету. Эти торговые бусины производились в Венеции тоннами. Корабли загружали их в трюм как балласт, когда они отправлялись, к примеру, в Африку за рабами. Эти бусины обменивали на слоновую кость, на рабов, на территории. Льюис и Кларк, когда они отправлялись исследовать еще не исследованный европейцами американский Запад, тащили с собой 15 килограмм стеклянных бус. Остров Манхэттен был продан индейцам-голландцам, не за $24, как говорится в историческом анекдоте, это неправильный пересчет тогдашних денег, за гораздо большую сумму, которая была уплачена в значительной мере стеклянными бусами. Особо популярными были бусины в технике Мурана Мильфиори, которые были покрыты тысячами маленьких-маленьких цветочков. Существовали разные технологии изготовления бус. Самой большой проблемой было сделать отверстие в бусине, потому что стеклянные бусы не сверлили. Это отверстие в бусине было там изначально. Например, его делали, накручивая стеклянный жгут на металлический стержень. И это отверстие, дырка в бусине сохранялась с самого начала. Или бусы можно было выдувать, как маленькие сосудики. И стеклянные венецианские бусы одно время в Европе становятся довольно модными. Из них делают, к примеру, четки. Но очень быстро муранские мастера догадались, что из цветного стекла можно делать имитации драгоценных камней. И эти мастера на все руки делали какие угодно имитации, включая имитации жемчуга. И гильдии пришлось ввести закон, который карал за такие дела изгнанием с острова на 10 лет и отсечением правой руки. В Африке в многих странах венецианские пестрые бусы Мильфиори ценились очень высоко, потому что местные жители абсолютно никак не могли воспроизвести их из местных натуральных материалов. И в Африке эти бусы становились символами богатства, социального статуса и использовались как универсальная валюта между африканскими странами. В какой-то момент спрос на торговые бусы стал таким большим, что Венеция просто с ним не справлялась. И она начала отправлять готовые цветные стеклянные жгуты в Богемию, где еще только развивалось свое стеклянное производство. И в Богемии эти жгуты резали и обтачивали на бусы, после чего отправляли их назад в Венецию. То есть венецианцы вывозили производство, при этом тщательно оберегая рецепты изготовления цветного стекла. В XIV веке мастера из Мурана придумали делать рандели, стеклянные кругляшки, которые заключали в металлические оправы и делали из них оконные панели из разноцветных стеклянных кружков. Это были одни из первых стеклянных окон в Европе. Их использовали как в соборах, в религиозных зданиях, так и в домах зажиточных людей по всей Европе. В XVI веке венецианцы придумали, как делать большие зеркала. Они выдували большой длинный пузырь из прозрачного стекла, который потом разрезали повдоль, раскатывали плоско, наносили на него оловянную фольгу с одной стороны, после чего это зеркало заключали в
шикарную дутую стеклянную раму, украшенную цветами и узорами. Эти зеркала очень высоко ценились по всей Европе. В те времена большие зеркала были не просто для того, чтобы на себя любоваться. Это были, в общем-то, осветительные приборы, потому что они сокращали необходимое количество свечей для освещения зала. Именно поэтому во всех европейских странах большие дворцовые залы буквально инкрустированы изнутри зеркалами, потому что это нужно было для вечернего освещения. И, наконец, муранские мастера изобрели абсолютно прозрачный чистейший хрусталь, абсолютно бесцветное стекло. Мы знаем даже имя мастера, который смог полностью обесцветить стекло. Его звали Анджело Боровьер. Название этого типа стекла произошло из-за его сходства с горным хрусталем, чистым кристаллическим кварцем, из которого с древности вырезали самые драгоценные священные сосуды. Кристалло, как называли его муранцы, стал очень популярен во всей Европе. Его можно было сделать очень тонким, и фландерские художники начинают соревноваться в мастерстве, изображая почти невидимые хрустальные бокалы в своих роскошных натюрмортах. Не путайте венецианский хрусталь с современным значением слова «хрусталь». Это свинцовое стекло, изобретенное гораздо позже и распространенное через Богемию, потому что именно Богемия отберет у Венеции пальму первенства в стекольном деле. В 1612 году флорентийский священник, ученый и алхимик по имени Антонио Нери опубликовал монументальный 7-томный учебник под названием «Искусство стекла», в котором он раскрывал фактически все секреты венецианских стекольных мастеров. Не потому, что он был каким-то выдающимся промышленным шпионом, а просто потому, что к XVI веку Венеции все хуже и хуже удается сохранять свою монополию на рецепты путем удерживания кадров внутри города. Венецианским мастерам все чаще и чаще удается ускользнуть из-под бдительного ока гильдии, и их секреты становится можно узнать в других городах Европы. И во многих странах начинают изготовлять свое собственное стекло в подражание венецианскому. Оно называется в венецианском стиле. Поначалу оно было плохонькое, но оно быстро становится все лучше и лучше. А в 1673 году англичанин, торговец стеклом Джош Равенскрофт создал прозрачное и очень прочное стекло, которое было предшественником современного хрусталя. Это свинцовое стекло усовершенствуют в Богемии и начнут гранить. И граненый, сверкающий как алмазы богемский хрусталь очень быстро вытеснит венецианское стекло в умах и в домах европейцев. Господству Венеции в стеклянном деле придет конец. В XVIII веке Венеция еще раз заявит о себе, начав выпускать роскошные большие стеклянные люстры с цветочным орнаментом. Это те самые большие люстры, которые освещали ложи театров и парадные залы аристократии. Наполеон завоевал Венецию в 1797 году, и Венецианской республике пришел конец. Это вызвало тяжелые времена для стеклодувов Мурана. Французы, а потом австрийцы, а потом снова французы и снова австрийцы начинают налагать на стеклянное производство в Венеции тарифы и налоги, что делает его нерентабельным, и в конце концов оно совершенно приходит в упадок. И Наполеон в 1807 году закроет стеклянное производство в Венеции. Там будут продолжать делать простые стеклянные вещи для дома и бусы, но в принципе только когда Италия объединится и Венеция войдет в состав объединенной Италии в 1866 году, мастерство муранских стеклодувов снова начнет возрождаться. К этому времени были утеряны уже многие рецепты. В 2003 году ЮНЕСКО примет Конвенцию о защите нематериального культурного наследия. Помимо уже существующего списка материальных объектов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, решено было создать список нематериальных вещей, обычаев, навыков, технологий, утрата которых была бы большой потерей для всех нас. И в 2020 году искусство изготовления стеклянных бусин Мурана будет внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И это была история бусин, на которые покупали острова. В следующий раз я расскажу вам о выдающемся российском меценате и антрепренере, который прославит российское сценическое искусство по всей Европе. И он умрет в Венеции. Если вы хотите узнать, о ком идет речь, встретимся в следующую субботу. А сегодня спасибо вам за внимание. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.
Спасибо всем моим подписчикам в Бусти и Патреоне. Всего вам доброго. До свидания.